Президента Украины объявили в розыск. Европа готовится к войне, а России предлагают новые отношения. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Кто они? Новая политическая элита России. Кого Путин хочет оставить после себя? Старая элита, она, мне кажется, не очень сильно в восторге от того, что появляются какие-то новые СВОшники. Макрон увеличивает напряженность на континенте своими заявлениями об отправке войск в Украину. В отличие от других, мы имеем в нашей системе четкий запрет на прямые военные интервенции за пределом того, что предусмотрено законами и Конституцией. Благодатный огонь в Иерусалиме. Праздник Святой Пасхи празднуют сегодня христиане восточного обряда. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете поддержать нашу работу. Поехали. Российские войска снова обстреливают Харьков. Удары наносились по гражданской инфраструктуре. Глава областной администрации и мэр Харькова пишут о пострадавших, как минимум о 4. В результате попадания занялся пожар на производственном предприятии. Интересно то, что во время обстрела Харькова появлялись сообщения и о взрывах в Белгороде. Может ли это быть авиабомба российская, как пишут СМИ? Тогда россияне работают сразу на 2 фронта. Губернатор Гладков говорит о 5 пострадавших, 30 поврежденных частных жилых домах и 10 автомобилях в Белгороде и области. Потери Часового Яра – только вопрос времени, говорят в украинском командовании. А разведки говорят о вероятном наступлении России на Харьковском и Сумском направлениях. Как минимум для того, чтобы растянуть фронт. Имеется в виду выполнение задачи по растяжке фронта перед основными наступательными действиями где-то в одном месте. Вот если россияне, допустим, планируют наступление в ближайшее время в районе Угледара, им же надо железную дорогу запустить, то они будут планировать, но понимая, что в районе Угледара такая серьезная плотность войск украинских, мы туда можем перебросить еще, допустим, несколько бригад из-под Харькова, из-под Сум на усиление, ну и так далее и тому подобное. Что будут делать россияне? Они начнут боевые действия в районе Сум, в районе Харькова, вдоль линии границы. Это не для захвата, у них не хватает сил для захвата, ни Сум, ни Харьков. Но начало боевых действий, боевые соприкосновения, то есть столкновения, не дадут возможность нашему командованию перебросить достаточное количество войск, допустим, на Восточный фронт из-под Харькова, из-под Сум на усиление. Вот это основная задача. И тут все правильно с точки зрения военной логики. Мы это делали в прошлом году, вспоминайте, когда начинали двигаться в сторону, допустим, того же Токмака. У нас боевые действия были и вплоть того же Харькова, то есть до Брянска. Российская МВД объявила в розыск 2 украинских президентов, причем в хронологическом порядке. Владимир Зеленский сначала появился в базе, за ним Петр Порошенко, дальше пойдут вряд ли. Бывшего президента Януковича в розыск, скорее всего, не объявят. Они и так знают, где он. Пресс-секретарь украинского президента в ответ на это сказал, что российскому МВД нужно, цитирую, сначала поискать совесть и здравый смысл, конец цитаты. На самом деле, что случилось с российским МВД, пока остается загадкой, потому что слегка погодя они объявили в розыск командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка. Новая политическая элита России на свои выборы может даже не приходить. По крайней мере, на праймерис Единой России. Там им обещают добавить по 25% голосов, чтобы у них было больше шансов на победу. То есть фактически отбор кандидатов на региональные выборы проводится совсем не заангажированно. Об этом пишет издание «Новая газета Европа». Те, кто не совершит новые преступления уже после войны, и те, кто не попадет в тюрьму, они будут как раз новые элиты, они пойдут на праймерис Единой России, то есть, есть только 2 стула, либо в одну сторону, либо в другую, выбирайте сами. С другой стороны, очень интересные правила, которые этим участникам предлагают на праймерис Единой России. А старая элита, она, мне кажется, не очень сильно в восторге от того, что появляются какие-то новые СВОшники, и я не думаю, что, если честно, что эти люди будут делать какие-то реальные
административные карьеры. Может быть, кого-то из них будут выводить на сцену с Путиным, но в целом этот процесс пока, мне кажется, довольно сильно буксует, отсюда и фора нужна. А трагическая составляющая, помимо того, что, в общем, часть из этих людей, как минимум, если не все, это военные преступники, она, конечно, заключается в том, что все-таки есть попытка властей России запустить такой отрицательный отбор. Именно те люди, которые в войне поучаствовали, они должны дальше вернуться условно в мирную жизнь и начать отравлять собой и своими привычками, своим опытом, этим военным и преступным, отравлять собой, в общем, обычную ситуацию в России. И на самом деле, судя по всему, эта опция пользуется спросом, как отчитываются в пресс-службе партии, но очень странно все-таки это выходит. К примеру, предпринимателей более 23%, волонтеров 20%, представителей сфер образования и ЖКХ 11-15% участников, кандидатов-участников войны по состоянию на 10 апреля 45 человек. Где-то проценты, а где-то люди. Европейцы должны понимать, что Путин не остановится на Украине и в случае успеха будет двигаться дальше в Европу, говорит главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Он называет кремлевского диктатора экзистенциальной угрозой, а также призывает задуматься о перспективе иметь в Киеве марионеточное правительство, как в Беларуси, и российские войска на польской границе. Сейчас Путин воспринимает весь Запад как противника. Он четко дал это понять во многих своих выступлениях. Каждый день на российских телестанциях говорят и повторяют: Запад, весь Запад, глобальный Запад наш враг. И они действуют соответственно через дезинформацию, отравляя нашу информационную среду. Еще главный дипломат ЕС заметил, что по его информации Россия пытается вмешаться во все демократические процессы Евросоюза, в частности в выборах. Макрон раздувает огонь своими заявлениями и увеличивает общую напряженность. Об этом говорит министр обороны Италии. В который раз напоминает, что итальянские солдаты не должны быть вовлечены в войну. В отличие от других, мы имеем в нашей системе четкий запрет на прямые военные интервенции за пределом того, что предусмотрено законами и Конституцией. Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату. Гипотетическое вмешательство в Украине не только не соответствовало бы этому случаю, но и спровоцировало бы дальнейшее раскручивание конфликта, что не принесло бы пользы прежде всего самим украинцам. Короче говоря, условий для нашего прямого вмешательства не существует. Министр не видит полезности в заявлениях Макрона, который предлагает европейским странам готовиться к отправке своих войск в Украину. Модальность новых отношений с Россией будет проста у Европы. У Европы будет ядерное оружие и ПВО. И Европа скажет: высунетесь, жахнем по вам ядерным оружием. Вот это называется новая модальность, правильно? А то ишь какие они после войны в Украине будем выстраивать отношения. А вы нас спросили, не будет Европа с вами выстраивать отношения после войны. Наши отношения будут забор из ядерных ракет. Вот это называется новые отношения с Россией, новая система безопасности. Что хорошо, когда говорит Макрон об этом новой европейской инициативе, Украина же кандидат в Евросоюз. Поэтому, конечно, Украина будет присутствовать в этом проекте. И мало того, я думаю, что Украина могла бы быть одним из лидеров проекта создания европейского ядерного оружия. Именно у Украины больше всего специалистов-ядерщиков, возможно, после Франции. Из всего Евросоюза больше нигде нет. А где столько же ядерной энергетики? Только во Франции и в Украине, правильно? Где столько ученых, кто еще владел атомным оружием? Украина владела, у нас все есть для этого. Поэтому я думаю, что Украина и Франция могут стать вдвоем лидерами создания европейского атомного оружия, естественно, с размещением его в том числе в Крыму, Донецке и так далее, чтобы быть максимально близко к целям внутри Российской Федерации. Министр иностранных дел Польши, ссылаясь на один из тезисов Макрона о том, что ничего нельзя исключать, предлагает держать Путина в неведении по поводу следующего шага. Говорит, что Путин должен быть не уверен в намерениях Запада. В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. По легенде, впервые это священное для христиан восточного обряда действо произошло после того, как апостол Петр узнал о воскресении Иисуса Христа. Апостол отправился в гроб, где должно было лежать тело Иисуса, но там апостол Петр увидел яркий свет, сияющий по всей пещере.
Этот обряд и символизирует схождение такого света. Но есть и такое поверье. Если благодатный огонь не сойдет, то миру грозит вселенская катастрофа. Но, как мы видим, он все-таки сошел. Друзья, я хочу вам напомнить, что мы существуем и можем производить новые видео только благодаря вашей поддержке. YouTube не монетизирует или практически не монетизирует наш продукт. Ну, такие правила у этой платформы, поэтому нам остается надеяться только на вас. Как можно присоединиться к клубу наших спонсоров, вы видите на экране, можно отправлять нам донаты и можно нажимать кнопочку «Супер спасибо», так вы тоже сможете нас поддержать. Ну, еще ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, все это тоже очень важно. У меня на этом все. До встречи. Хороших вам новостей.